Привет, это смартфон UA и Blackview BV5800, который расширяет ассортимент бюджетных водо- и пыленепроницаемых трубок производителя и готов удивить экраном 18:9, отличной подборкой материалов корпуса и достаточной производительностью. При ценнике от $120 в телефоне есть даже NFC-чип. Подробности в видео. BV5800 – это смартфон с максимальным уровнем защиты в массовом сегменте IP68. Не только в мороз до -20, но и в жару до 55 градусов инженеры гарантируют работоспособность трубки. Если вздумаете топить гаджет в воде не более 30 минут на глубине до 1,5 метров, то он и дальше будет беспроблемно работать. Корпус крепкий, по всему периметру амортизирующие вставки. В руке смартфон чувствуется так же, как и выглядит на все 210 грамм, что весьма приемлемо для мужской руки. Телефон не из тонких. Резина, пластик и металлические вставки делают корпус прочным. Материал тыльной панели не царапается, не оставляет вмятин и потертостей даже при серьезном контакте с другими предметами. Основные элементы управления в BV5800 – экранные клавиши и 3 физические. На правом торце кнопка питания, слева спаренная клавиша громкости и кнопка экстренного вызова SOS. Последняя набирает номер или отправляет сообщение на заранее указанный номер с вбитым ранее текстом. Для этого достаточно подержать ее 3 секунды. Доступ к внутренностям смартфона для пользователя закрыт. Все разъемы и выводы закрыты. Заглушки прорезинены, открытые участки покрыты мембраной. У нас на обзоре трубка в черной расцветке с зелеными вставками. В продаже доступен вариант с желтыми элементами и полностью черный. Blackview BV5800 достался IPS-дисплей на 5,5 дюймов с HD+ разрешением, соотношение сторон 18:9. Этот формат уже становится нормой даже для защищенных трубок, и Blackview на передовой. Придраться к матрице сложно, зернистости не видно, углы обзора хорошие, максимальный уровень подсветки выручит в любую погоду. Хотя максималку можно было бы и увеличить. Сенсор распознает до 5 одновременных нажатий. Олеофобное покрытие хорошее. Защита экрана предусмотрена не только пленкой из комплекта поставки, но и стеклом Gorilla Glass 3, которое в 3 раза надежнее стекла второго поколения. Это хороший бонус. За обработку данных в трубке отвечает MediaTek 6739. Это процессор на 4 ядра с частотой 1,5 ГГц. Не очень мощный, но он из нового поколения энергоэффективных. Комфортный запуск приложений и быструю навигацию по интерфейсу гарантируют 2 ГБ оперативной памяти. Тут запустятся даже требовательные графики-симуляторы, только настройки детализации нужно сбросить в минимум. Видео в HD и Full HD разрешении запускается плавно. В бенчмарках устройство показало не самые рейтинговые оценки, в Antutu всего 46 тысяч баллов. 16 ГБ встроенной памяти можно расширить до 128. Карта памяти занимает место одной из сим-карт. Радиомодуль поддерживает работу с 2 сим-картами, в том числе в 3G и 4G сетях. В оба слота можно установить 4G симки формата Nano. Беспроводные модули представлены Wi-Fi и Bluetooth 4.0. GPS присутствует в обязательном порядке. Сигнал ловит хорошо. Самое удивительное, что при бюджетном ценнике в BV5800 есть NFC, а значит ставим Google Pay, добавляем туда карты и расплачиваемся бесконтактно в магазинах. Пыли и влагозащищенный корпус не помешал установить в смартфон достаточный по мощности динамик. Он не орет, так что невозможно распознать мелодию, но звонок пропустить не получится даже в шумном месте. Музыку лучше слушать через наушники, и разговорный динамик работает нормально. Собеседник вас, и вы его слышите хорошо, голос узнаваем с обеих сторон. В комплекте со смартфоном помимо гарантийного талона есть и наушники-гарнитура. Это самый простой аксессуар из возможных, который для прослушивания музыки может и не подойдет, а вот в качестве антенны для FM радио сгодится. В ухе наушники сидят хорошо, что неудивительно, по дизайну этот аксессуар напоминает продукцию Apple. Переходим к камерам. Фотомодуль в защищенной трубке не всегда центральный компонент, но на удивление камеры достаточные. Основной модуль 13 плюс 0,3 мегапикселя, апертура 2.0. Покупателю доступна съемка панорамы, HDR.
Вторая матрица на 0,3 мегапикселя отвечает за глубину в соответствующем режиме. В ясную солнечную погоду фото получаются хорошими, автофокус работает без ошибок. Вспышка светит ярко и ночью может выручить, если вдруг нужно сделать фото предмета на небольшом расстоянии от вас. Нет претензий к видео. Максимальное разрешение у последнего Full HD. Фронтальная камера на 8 мегапикселей, апертура 2.0, отлично подходит для общения в видеорежиме. Видео записывает в HD разрешении. Режим «Красивое лицо» у фронталки предусмотрен. Тестовые фото камер можно посмотреть в текстовом обзоре от портала Smartphone.ua. Ссылка доступна в описании к видео. Там же ссылки на тестовые видео основной и фронтальной камер. Теперь аккумулятор. Емкость встроенной батареи в BV5800 5580 мАч. Достаточно сказать, что в режиме ожидания смартфон может выдержать более 30 дней. Официальные данные перед вами. Показатели хорошие, производитель батареи надежный, зарядка 5 вольт 2 ампера, сравнительно быстрая. Но тут смотря с чем сравнивать, реальные данные показали следующие результаты. За час с нуля смартфон заряжается на 30%, за 2 часа 40 минут до 100%. При потреблении мультимедийного контента и развлечениях ситуация следующая. 5% заряда снимается за 40 минут просмотра YouTube при яркости 100%. 10% заряда снимается за 30 минут игры в Need for Speed No Limits. Показатели автономности хорошие. Продлить жизнь устройства позволяет стандартный для Android режим энергосбережения. BV5800 умеет также заряжать другие гаджеты благодаря поддержке USB OTG. Установленную на смартфон Android 8.1 производитель не перегружал сторонними лаунчерами и избыточным софтом. В наборе только основные приложения от Google, включая Google Play. Все остальное пользователь может установить сам. Из полезных функций отметим скриншот 3 пальцами, съемка нажатием на сканер отпечатка пальцев, умный ответ на звонки и другое. Что ж, Blackview BV5800 выглядит брутально, но полностью отрабатывает свою внешность. Корпус гарантирует заявленную защиту от попадания влаги и противоударные свойства, а аппаратная начинка – достаточную мощность и отличную автономность. Модель понравилась своим дисплеем и наличием NFC, что при ценнике от $120 делает ее хорошим кандидатом на покупку, даже в том случае, если ранее вы даже не думали о смартфоне с защитой по стандарту IP68 и стеклом Gorilla Glass 3. С вами был Smartphone.ua. Вопросы по смартфону задавайте в комментариях. Ответим. Всем пока!